Hani diyorlar ya, onsuz ben yaşayamam edemem. Benim için işte o sensin. Biz ne yaşarsak yaşayalım. Daha kaç fırtına koparsa kopsun. O anlar var ya. Aynı ihtiyar. İşte birlikte yaşadığımız anlar. İçimde öyle güzel bir yerde ki. Her şeyi unutturuyor. Bunu sen yaptın. Ecval! Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. С этого момента события кардинально изменят не только любовь Алии и Джихана, но и всю динамику, связанную с фамилией Альбора, а близость, зародившаяся в мотеле, распространится волнами на жизнь каждого из них. После той ночи Джихан перестанет видеть в Алие тайну, которую нужно хранить, и станет партнером по судьбе, которого нужно открыто поддерживать. Эта перспектива полностью изменит его подход к принятию решений. Страх и смелость, которые он увидит в глазах Алии, еще больше обострят защитный инстинкт Джихана, и теперь он будет готов защитить Алию не только от Барана, но и от всей его семьи. Почувствовав решимость Джихана, Али придется столкнуться со своей собственной виной. Бремя ее прошлого с Бараном, будущее Дениза и ее любовь к Джихану вызовут ожесточенную борьбу внутри Алии. Аля найдет покой, найдя убежище у Джихана, но в то же время будет постоянно настороже, понимая, что это убежище досталось ей дорогой ценой. Особенно когда дело коснется Дениза, материнские инстинкты Али обострятся еще больше, порой подталкивая ее к принятию решений даже независимо от Джихана. Джихан будет воспринимать дом, который он приготовил для Али и Дениза, не просто как физическое пространство, он превратит его в символ нового начала, разрыва с порядком Альбора. В этом доме Аля впервые почувствует, что может дышать полной грудью, а Дениз сможет бегать и играть без страха. Однако этот покой продлится недолго, потому что, как только госпожа Садакат осознает этот шаг, она поймет, что это не просто побег, а явный вызов. Уход Джихана Али из особняка станет самым большим ударом по авторитету госпожи Садакат. На протяжении всего этого процесса госпожа Садакат будет действовать из страха потерять обоих своих сыновей. Оказавшись между неуправляемым гневом Барана и непоколебимой решимостью Джихана, госпожа Садакат внешне попытается найти баланс, но за кулисами она будет действовать более жестко и манипулятивно. Она будет использовать Дениз, чтобы атаковать слабое место Алии, пытаясь морально загнать ее в угол, эксплуатируя ее материнские чувства. Однако Аля уже не будет такой хрупкой, как прежде. При поддержке Джихана она ясно увидит угрозу в словах госпожи Садакат. Что касается Барана, его внутренний коллапс ускорится. Освобождение не даст ему чувство свободы, наоборот, собственническое отношение Джихана к Али заставит его почувствовать себя полностью отчужденным. В глазах Барана Али перестанет быть просто потерянной женщиной и станет символом власти в руках Джихана. Эта мысль подтолкнет Барана к еще более опасному положению, и его навязчивая привязанность к Алии, смешанная с гневом, станет взрывоопасной. Эчмель будет умело манипулировать душевным состоянием Барана, подпитывая его самые мрачные мысли. Эчмель будет постоянно шептать Барану, что Джихан угнетает его, что Аля была отнята у него и что он больше не имеет права голоса в делах семьи Альбора. По мере того, как эти шепоты будут эхом звучать в голове Барана, его зависимость от Эчмеля будет расти, и хотя он будет считать, что принимает собственные решения, на самом деле он станет пешкой, которой манипулирует Эчмель. Конечная цель Эчмеля – разрушить семью Альбора изнутри, и Баран станет самым полезным инструментом в этом плане. Пока Кая будет поддерживать Джихана, одиночество Барана будет усиливаться. Открытая поддержка Каи Джихана будет воспринята Бараном как второе предательство, наносящее ущерб их братско-сестринским узам, который будет трудно восстановить. Нария тем временем сблизится с Алей, став одним из тех, кто лучше всего понимает давление и страх, которое она испытывает. Позиция Нари создаст молчаливую солидарность среди женщин в особняке, что еще больше обеспокоит госпожу Садакат. Встреча Алии с женщинами деревни и повышение их осведомленности полностью изменит ее место в сюжете. Алия перестанет быть просто объектом соперничества между двумя братьями, она станет фигурой, которая говорит и руководит.
Это также лишит Барана последнего шанса контролировать Алию. Увидев силу Алии, Джихан будет гордиться ею и научится стоять плечом к плечу с ней, а не просто защищать ее. Во время судебного разбирательства противоречивые заявления Надима постепенно раскроют закулисные игры Эчмеля. Даже находясь под судебным надзором, Баран поймет, что за каждым его шагом следят, и это осознание сделает его еще более неуверенным. Все более жесткие реакции Барана, когда его загоняют в угол, откроют дверь для непоправимых ошибок. В конце концов, любовь Алии и Джихана перестанет быть убежищем и превратится в сопротивление. Это сопротивление разоблачит прогнившую систему внутри семьи Альбора, заставит госпожу Садакат принять самые жесткие решения и оставит Барана одного в его собственной тьме. Аля и Джихан теперь будут представлять не только друг друга, но и будущее Дениза, голоса женщин и новый порядок, который должен быть установлен на этих землях. На этом пути будут потери и тяжелые издержки, но Аля и Джихан не отступят, и эта история продолжится с необратимым поворотом. На этом мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.